Привет, комрады! Сегодня я попробую начать новый цикл своих игровых видео, который будет идти параллельно Dandy Chronicles, но в котором, в отличие от них, буду рассказывать о таких играх, которые, наверное, слишком хороши, чтобы рассказывать о них в хрониках. Поскольку в тех выпусках в основном идет упор на, знаете, такие какие-нибудь абсурдные ситуации, связанные с той или иной игрой, о каких-нибудь глюках или смешных недостатках игры, которые допустили пираты, или кривое копирование, или сам стиплер, или еще что-нибудь в этом духе. Вот. А в этих видео я буду рассказывать о том, что нам всем с вами безумно дорого. О самых любимых играх, о самых незабываемых воспоминаниях, которые с ними связаны. Я думаю, что у многих, у каждого из нас есть свои собственные воспоминания о том, как они впервые поиграли в Денди, в ту или иную игру, но все равно они у всех более-менее схожи, потому что обстоятельства, при которых вы знакомились с приставками, в основном у вас все равно одинаковые. Либо это было с подачи стиплера, либо это было с подачи кривых пиратов там и так далее. Вот. И поэтому я надеюсь, что в моих воспоминаниях, о которых я буду вам рассказывать, вы сможете в чем-то увидеть себя, вспомнить те или иные аспекты, именно связанные с вашей жизнью. Вот. Увидеть... Вспомнить какие-нибудь особенные, смешные, забавные моменты, связанные с любимыми играми. В те игры, в которые вы играли, в те игры, в которые я играл. Они же все у всех у нас как бы самые приоритетные. Поэтому я надеюсь, что такой цикл видео будет достаточно интересным. И мои воспоминания вам смогут напомнить вас самих и снова пережить те самые незабываемые моменты. Поэтому устраивайтесь поудобнее. Сегодня я начинаю новый цикл под названием Dandy Memories. Это мои воспоминания Dandy. Итак, первое, что приходит на ум, говоря о собственных воспоминаниях, связанных с Dandy, это, конечно, тот незабываемый день, когда я впервые поиграл в эту замечательную приставку. Это было в 1994 году. Я об этом когда-то уже рассказывал. Поиграл я тогда впервые в Марио. Это меня поразило безумно. Потом, несколько позже, уже спустя год, мне удалось наконец-то приобрести эту приставку. Я уломал родителей. Это была Лифа. Вот, собственно, все, что у меня осталось от той упаковки, от той приставки, которая у меня была самой первой. В комплекте с этой приставкой поставлялся картридж 4 девятки в одном. Вы это все, конечно, прекрасно знаете. И делать нечего, первые, наверное, месяца два я только в него и играл. Потом, когда этот сборник уже откровенно поднадоел, и начались думки о том, где же брать остальные игры, у всех друзей тоже приставки появлялись очень медленно, и каждый дорожил своим единственным картриджем и берег его как зеницу ока, вообще никому не давал. И поэтому пришлось, наверное, ехать покупать что-нибудь новое, выпрашивать деньги. И эта ситуация меня не миновала. Мой старший брат двинул кони в центр города и приобрел там мой самый первый, так скажем, серьезный картридж. Это сборник 7 игр в одном. Я вам о нем, конечно, тоже рассказывал. Самый известный, наверное, самая известная семиигровка, которая была в России, это черный плащ, Веселая рожах, Робокоп 3, игра, Roll и так далее. Это был мой самый первый картридж, в который я играл очень много. И этих игр, конечно, хватало, но все равно, когда приходишь к другу и видишь, что у него какая-то другая игра, о своем моментально забываешь. И садишься к нему за приставку, и, и тебе больше ничего не надо, только эта игра. И у моих друзей были очень разные игры. В основном мне давали и показывали такие игры, как Chip 'n Dale 2, вот самые первые из них были. Это была Contra, это был Ninja Ryukenden 3, он же Ninja Gaiden 3. В эти игры мы играли в 95-м году всей толпой. И очень иногда, но мне удавалось выпросить их, и когда мне давали, я, конечно, сходил с ума. Вот. Особенно я сходил с ума по игре Черепашка Ниндзя 2, которая была еще у одного моего друга. Поскольку в те времена, это был 95-й год, 96-й год тоже, тогда мультсериал Черепашка Ниндзя завладевал умами вообще всех детей во дворе.
в том числе и моими, потому что это был не только мультсериал, были комиксы, были альбомы с наклейками, которые мы собирали. На все это мы выпрашивали денег, нам денег не давали. Нам давали 500 рублей там, в день или в 2 дня. Нам хватало только на то, чтобы купить себе одну жвачку. И эта жвачка, естественно, были черепашки-ниндзя от Данкин. Вы, конечно, все это прекрасно помните. Вот. И на Денди из всех игр про черепашек мне первой попалась Черепашки-ниндзя 2. Но ближе к осени я впервые поиграл в игру Черепашки-ниндзя 1. Она меня сразу удивила тем, что она была очень не похожа на игру Черепашки-ниндзя 2. Вот. И досталась мне она впервые вот на такой вот 4-игровке. Эту 4-игровку мне дал один мой друг, очень хороший. Здесь есть 4 игры. Помимо черепашек, здесь Черный плащ, Чип и Дейл 2 и Карнов. Вот, кто этот Карнов, я понятия не имел, но, по всей видимости, это какой-то русский чувак. Но поиграв в эту игру, наверное, раза 3, и все эти 3 раза, неизбежно дохнув на первом уровне, неизвестно от чего, я на эту игру быстро забил. Черный плащ, поскольку у меня был на 7-игровке, я в него особо не играл. Чип и Дейл 2 мне уже давали до этого, поэтому я с ней уже был знаком. А вот Черепашки-ниндзя 1 я впервые видел именно на этом картридже. И что меня сразу удивило, обратите внимание, здесь у каждой на картинке, у каждой черепашки, у всех красная повязка, как у Рафаэля. И мы долго не могли понять, почему так. Ведь у черепашек, как мы знаем по мультсериалу и по комиксам, разные повязки, а красные только у Рафаэля. Почему они все здесь одинаковые? Но выяснилось, правда уже много позже выяснилось, что первая игра Черепашки-ниндзя вышла в 1989 году, если мне память не изменяет. Тогда в Америке выходил только 3-й сезон мультсериала. И, видимо, создатели этой игры, они как бы взяли за основу мультсериал черепашек, но, как сказать, не хотели, наверное, не рискнули полностью адаптировать свою игру именно под мультсериал. И в большей степени эта игра основана скорее на комиксах, чем на мультсериале. А в комиксах Черепашек-ниндзя как раз они были в одинаковых повязках. Вот, здесь, как вы видите, тоже картинка взята из комикса. Я не помню, если мне память не изменяет, эта картинка была взята из 4-го номера оригинального комикса американского. Могу ошибаться. Вот, в этой игре на самом деле очень много есть отсылок к мультсериалу, но есть отсылки к комиксам. Например, по части анимации в большей степени. У Черепашек-ниндзя не видно зрачков, например. В игре не присутствует Крэнк, потому что Крэнка придумали для мультсериала. Большинство врагов в этой игре достаточно странные. И если в мультсериале в основном это были солдаты из клана Фут, то здесь это какие-то непонятные жучки, механические, всякие летающие твари и так далее. Я не знаю, откуда они взялись, но в мультфильме их не было точно. Еще очень такой неприятный был аспект этой игры в том, что она была целиком на японском языке. Если вторая часть была сплошь на английском, японских роликов там не было, то когда мы включали первую, мы видели только какой-то непонятный логотип с 5 странными иероглифами. Вместо того, что мы ожидали увидеть здесь логотип черепашек, а здесь какой-то логотип из 5 иероглифов. Что за фигня? То же самое можно сказать о всех сюжетных заставках, они тоже были на японском, мы в этом ни черта не понимали. Описание миссии вообще бессмысленно было толковать так или иначе. Если в первой миссии, например, понятно было, что чтобы ее пройти, надо просто убить босса, да? А во второй миссии там действие происходит на дамбе, и что делать там, мы, естественно, прочитать не могли. Понятно, что надо было как-то обезвредить бомбы, но это тоже не всегда удавалось. Вот, и поэтому игра из-за японского языка тоже, она казалась очень сложной. По сравнению со второй, просто охрененно как сложной. Нам удавалось дойти разве что до 3-го уровня, где черепахи катаются на черепахомобиле. Это был мой самый любимый уровень. Вот. И особенно на уровне дамбы я дох вообще постоянно. Только один мой друг из всей нашей толпы мог пройти его. И он нам проходил, мы его все умоляли, ну пройди, покажи. Вот. Доходил до 3-го уровня, точно так же сливал.
Вот. К сожалению, мне в те времена дали этот картридж поиграть ненадолго, буквально там на пару недель. И после этого я его очень долго не мог найти. Вот что странно. У нас игра Черепашка Ниндзя 1 была очень редкой. Гораздо реже встречалась, чем Черепашка Ниндзя 2. Реже встречалась, чем Черепашка Ниндзя 3. А Черепашка 4, которая Tournament Fighters, они вообще тогда еще не слышали. Но вот первая часть, вот поиграл я в нее тогда, осенью 95-го, и очень долго после этого не мог найти. Вот. Но где-то в середине 96-го игра мне попалась вновь, я правда не помню на каком картридже. И мне ее дали поиграть на достаточно большее время. И вот тогда уже наконец мне удалось самому дойти до 3-го уровня, покататься на машине, но правда мне это не помогло, потому что все равно, так или иначе, я не мог его пройти, я просто заблуждался в этом лабиринте. Вот. И таким образом я все равно на нее забил, играл в Черепашек 2, в Черепашек 3, Черепашек 2 тоже долго не мог пройти, проходил Черепашки 3, правда Черепашка 3 с бессмертием, но я об этом как-нибудь позже расскажу. Вот. И так продолжалось, вы знаете, до самого 1999 года. До 99 года я играл в нее совсем немного. Я тоже отдал картридж, который мне давали, и больше она мне не попадалась. В 99 году она мне попалась в очередной раз. Ее, я не помню, по-моему, мне даже ее подарили. Или мы ее на что-то выменяли. Ну, в общем, она так или иначе оказалась моей. И вот в 99 году мы уже, спустя, смотрите, уже 4 года прошло, мы уже долбили ее вовсю, но все равно пройти дальше 4 уровня не получалось. Потому что 4 уровень, он вообще, на мой взгляд, самый сложный из всех. И я его прошел, наверное, даже последним. Тут уместно вспомнить то, что в Черепашках Ниндзя был такой чит на смену уровня. И когда я об этом узнал, я сразу, естественно, переключил на последний уровень. Чит заключался в том, что на заставке с логотипом нужно было необходимое число раз нажать на Select. И после этого нажать старт. Тогда выбирался нужный уровень. Например, вы хотели попасть на последний, вы нажимали 5 раз Select и попадали на технодром. Вот. Я долбил технодром. Я точно так же долбил 5 уровень, но все равно пройти от начала игры не удавалось дальше 4-го, ну никак. Вот. И еще просто проблема заключалась в том, что в те времена мы даже не знали, что в черепах можно воскрешать. На пиратском картридже у нас было всего 2 континью. Я не знаю, сколько их на оригинальной версии, по-моему, столько же. Вот. И благодаря континью все равно не удавалось зайти даже 4 уровня. А вот на 4 уровне оказалось, что черепашек можно воскрешать. Если зайти в одну из комнат, то там можно найти связанную черепашку, если она уже была повержена. Но все равно это не могло помочь. Мы долбили больше всего 6 уровень. И через какое-то время мне все-таки удалось дойти в этом уровне до Шреддера и его победить. На мое удивление, Шреддер в этой игре просто полный лох. Если сравнить его со Шреддером в Черепашках 2, это как небо и земля. Если в Черепашках 2 он мог убить с одного удара, то здесь стоило зажать его у стены, если у вас есть какое-нибудь оружие. И все, он уже никуда не денется. Убить его не представляет никакой сложности. Вот. И что еще можно сказать? Благодаря оружию была такая еще фишка интересная, что оружие можно было передавать от черепашки к черепашке, но только если это бумеранг. Мне не тоже рассказал в свое время мой один приятель, когда на последнем уровне у вас остается одна черепаха, а есть у какой-нибудь черепахи бумеранги, но вы не можете ее драться, потому что у нее один удар. И в этот момент он мне говорит: ты знаешь, а можно взять и передать бумеранги от одной черепахи к твоей живучей. Я говорю: а как это делается? Он берет, выставляет эту черепашку, кидает 3 бумеранга, потом ставит на паузу, меняет другую, и той черепашка принимает летящие к ней бумеранги. И таким образом у нее все эти бумеранги оказывались, и хватало на босса. Что сказать о 5 уровне? 5 уровень я тоже проходил, наверное, после 6-го. Ну, тоже мы же играли все через пароли. Вот. И 4 уровень я прошел вообще последним из всех. Но скажу вам так, что всю игру от начала до конца мне удалось пройти аж в начале 2000-х.
То есть это уже почти практически во времена, когда появился интернет. Тактику на каждом уровне разработать было достаточно сложно. 4-й уровень давался вообще очень тяжело. Там было, наверное, больше всего мест, где можно просто умереть от одного неправильного движения. Вот. Поэтому, когда ты прошел 4-й уровень, в основном тебе уже не представляет труда пройти всю игру дальше. На 5-м уровне достаточно знать просто, где вы идете на дром. В основном, в большинстве случаев, он появлялся на карте в левом нижнем углу. Вы сразу шли туда, естественно, перед этим запастись оружием как следует. И спускались в самый низ, там появляется технодром, вы его взрываете. Все странно, конечно, что он там такой маленький. Вот, и запрыгиваете в него, 5-й уровень пройден. А 6-й, как я уже говорил, я прошел гораздо раньше, и поэтому тоже уже был достаточно подготовлен. И вот, что можно сказать о всех играх Черепашек-ниндзя. Многие недолюбливают первую часть игры. Наверное, потому что она сделана в другом стиле, поскольку 2-я и 3-я это по большей части битэмап. 4-я это файтинг, 1-я скорее как аркадный платформер. И многие ее недолюбливают, в том числе и по графике, потому что она адаптирована больше под комиксы, нежели под сериал. По сложности, ее считают, наверное, одной из самых сложных, но в принципе самую сложную игру из всех. Вот. И то, что она не очень соответствует мультсериалу, вкупе с такой сложностью, плюс она у нас была на японском, у нас ее, видимо, из-за этого недолюбливают. Но скажу вам, что для меня, конечно, номер 1 это игра Черепашки Ниндзя 2. Я в нее в детстве играл гораздо больше, чем во все остальные. Она навсегда останется моей самой любимой. Но Черепашка 1 именно как раз своей непохожестью она меня и брала. То есть аркадный платформер в такой степени мне очень, как бы сказать, он был очень не похож, и поэтому в него очень хотелось от этого играть. Ведь все вокруг играли в Черепашек 2, Черепашек 3, а в первую никто не играл. А мне наоборот хотелось пройти именно первую игру. Но, к сожалению, я прошел самый последний вообще из всех 4 частей на Денди. Но, в принципе, я об этом особо не жалею. И поэтому, несмотря на то, что она так многим не нравится, она все равно является для меня одной из самых любимых игр, одной из самых первых игр. И от этого очень желанной игрой, потому что не удавалось мне так часто поиграть, как хотелось. Но, тем не менее. И, собственно, на этом, наверное, я буду сегодняшнее видео завершать. Я надеюсь, что вам было интересно, и я надеюсь, что в следующий раз мы с вами вспомним еще одну не менее великую, не менее любимую нами игру, и снова попробуем оказаться в тех временах, и это будет круто. Всем спасибо за внимание, с вами был Киноман, еще увидимся. И забыл вам сказать, что ценой невероятных усилий, спустя столько лет, мне наконец-то удалось найти копию того самого картриджа, на котором я впервые поиграл в Черепашек Ниндзя 1. Но, к несчастью, по истечении столького количества времени от самого картриджа остался только лишь корпус, и платка, к сожалению, куда-то потерялась. Мне он достался уже в таком виде, поэтому я с тех пор ищу, у кого может найтись эта платка. Поэтому, если вы располагаете подобным экземпляром и будете не против им со мной поделиться, пожалуйста, напишите мне, я буду вам очень и очень признателен. Еще раз спасибо за внимание, играйте в Денди.